Вам когда-нибудь приходили в голову мысли о сумасшедших спорткарах из Японии? Пока многие автопроизводители отказываются от спорткаров в пользу электромобилей и внедорожников, Япония остается в лидерах среди производителей спортивных автомобилей, а цены на них продолжают расти. Сейчас я расскажу вам о новинках 2025 года и о лучших японских машинах прошлых лет. Honda Prelude. В 2025 году компания Honda возродит выпуск автомобилей Honda Prelude. Honda Prelude – это двухдверное спортивное купе, которое могло вместить 4 человека. Автомобиль производился компанией Honda с 1987 года, но в 2000 году его сняли с производства. Причинами стали высокая себестоимость и низкий спрос. Все модели Prelude имели привод на передние колеса и оснащались 4-цилиндровыми рядными двигателями. Давайте сразу обсудим пятое поколение этого спортивного автомобиля. В этой версии впервые мощность двигателя достигла 220 лошадиных сил. Благодаря более тщательному проектированию впускного коллектора с изменяемой геометрией, установке усовершенствованного дросселя и серьезным доработкам в головке блока цилиндров, которые включали новые валы, пружины и поршни, удалось увеличить мощность и без того высокопроизводительного двигателя. Также потребовались значительные изменения в системе управления двигателем. Особое внимание заслуживает отделка салона карбоном, агрессивные шкалы приборов и вышитая надпись «Prelude» на замшевой обивке сидений. Toyota FTC. Как и предыдущая модель, новый спорткар обещает стать настоящим открытием. Концепт Toyota FTC, представленный компанией в прошлом месяце, вероятно, станет серийным автомобилем во второй половине этого десятилетия. Это новое двухместное купе может стать не просто очередным пополнением в линейке Toyota. Хотя концепт уже выглядит готовым к выходу на рынок, его появление ожидается не раньше 2026 года. Toyota не раскрыла все подробности об этом автомобиле, но и не скрывала информацию о нем. На данный момент мы знаем следующее. Футуристический и минималистичный дизайн салона концепта выглядит готовым к серийному производству. Небольшой горизонтальный экран на приборной панели служит цифровым приборным щитком, а пара небольших экранов по обе стороны от рулевого колеса в форме подковы обеспечивает быстрый доступ к функциям автомобиля и информационно-развлекательной системе. А теперь давайте вспомним, какие спортивные автомобили Япония выпускала ранее. Honda NSX. Теперь давайте вместе полюбуемся на NSX. Это же настоящее произведение искусства. NSX, задуманный как суперкар на каждый день, стал ответом JDM на доступный по цене Ferrari. В отличие от типичных переднеприводных Honda, NSX – это двухместный спортивный автомобиль со средним расположением двигателя. Он конкурировал с итальянскими соперниками по цене, хотя и значительно уступал им в стоимости. 3-литровый двигатель V6 VTEC с 24 клапанами выдавал 290 лошадиных сил и развивал предельные 8000 оборотов в минуту. Неудивительно, что этот революционный суперкар из алюминия, в создание которого внесли свой вклад такие гонщики, как Айртон Сенна, часто называют одним из самых впечатляющих автомобилей всех времен. Honda S2000. S2K – это не просто автомобиль, а настоящее произведение инженерного искусства. Двухместный заднеприводный красавец дарит неповторимое удовольствие от езды в компактном корпусе. Под капотом скрывается двигатель DOHC VTEC, который выдает до 247 лошадиных сил в стандартной комплектации. Это самый мощный атмосферный двигатель, когда-либо выпускавшийся серийно. До того, как Ferrari выпустила на рынок 458-ю Italia, этот титул принадлежал S2000 в течение 10 лет. И хотя у Italia чуть больше лошадей на литр объема двигателя, S2K все равно остается лучшим выбором по соотношению цены и качества. Максимальная частота вращения в 9000 оборотов в минуту, разгон менее чем за 6 секунд
и превосходное управление на поворотах делают S2000 одним из самых популярных автомобилей своего времени. За 9 лет в США было продано всего 66 860 автомобилей по сравнению с 3 миллионами автомобилей Civic за тот же период, и они быстро становятся культовыми. Так что, если вы хотите купить S2000, мы рекомендуем сделать это как можно скорее. Lexus LFA. За последние годы линейка Toyota и Lexus подарила нам несколько приятных сюрпризов, но LFA – это нечто невероятное. Его двигатель 1LR GUI 10 мощностью 552 лошадиные силы – это мощь, которую нужно услышать, чтобы поверить. Всего было выпущено 500 моделей по цене $375 тысяч за каждую. Неудивительно, что LFA быстро стал одним из самых желанных японских спортивных автомобилей. Благодаря красной зоне в 9000 оборотов в минуту, как у Honda, LFA достигает этой отметки с холостого хода всего за 0,6 секунды. Стрелка на циферблате двигалась так быстро, что они не смогли создать достаточно быстрый аналоговый циферблат. Компания Yamaha помогла спроектировать эту невероятную силовую установку и, без сомнения, способствовала достижению времени разгона от 0 до 60 за 3,6 секунды. Спустя почти 10 лет 1LR GU остается одним из самых технологичных двигателей. Этот мотор – настоящее произведение инженерного искусства. Mazda Eunos Roadster. За что не обожать компактный родстер Eunos? С конца 80-х годов скромная Mazda, известная в Японии как Miata, а в Европе как MX-5, стала решением для тех, кто искал доступные двухместные автомобили по очень низкой цене. Конечно, стандартная комплектация может показаться немного слабой, но замена двигателя, установка турбонаддува или комплекта нагнетателей быстро исправят ситуацию. От первого поколения до последнего Mazda продолжает выпускать замечательные автомобили, которые предлагают максимум удовольствия за свои деньги. Mitsubishi Lancer EVO 8. Mitsubishi – достойный соперник Subaru Impreza, впервые появившийся в 90-х годах. Эта модель сразу привлекла внимание своими выдающимися характеристиками полного привода. Может быть, это шасси и не идеально подходит для дрифта, но оно отлично справлялось с задачами на чемпионате мира по ралли под управлением Томми Мякинена. Один из самых востребованных EVO – это 8-й MR-FQ 400. Он способен разогнаться до сотни всего за 3,5 секунды и преодолеть четверть мили за 12 секунд. Nissan 350 Z370Z. Хотя современные Fairlady и прибавили в весе за прошедшие годы, не предлагая ничего выдающегося в плане производительности, они все же заслуживают внимания. Конечно, в базовой комплектации эти автомобили не самые впечатляющие на дороге, но их привлекательная цена в сочетании с возможностью тюнинга делает Z-Car все более популярным среди современных любителей дрифта. За небольшую часть от первоначальной стоимости вы можете приобрести множество тюнинг-настроек, которые превратят ваш 350Z или 370Z в настоящего монстра на колесах. Если вы ищете лучшее, что может предложить линейка Z-Car в стандартной комплектации, то вариант Nismo – это то, что вам нужно. Благодаря улучшенной подвеске и мощности до 350 литров в секунду он является одним из самых привлекательных предложений на рынке. С точки зрения соотношения цены и качества, Z-Car сложно превзойти, особенно если вы планируете использовать его для дрифта. Nissan Skyline. Давайте познакомимся с легендарной семьей автомобилей Skyline, как в «Форсаже». R31, появившийся в 1986 году, был надежным автомобилем, но именно R32 GTR установил новые стандарты для всей линейки Skyline. Под капотом этого автомобиля
находился легендарный двигатель RB26DET, а также революционная технология Atessa AWD. Благодаря этому Годзилла стал настоящим монстром на дороге, уничтожая конкурентов по всему миру. Хотя R33 GTR не был таким революционным или визуально привлекательным, он все еще остается желанным автомобилем с постоянно растущей ценой. Но именно автомобиль Пола Уокера R34 GTR остается самым востребованным и сегодня. Эти автомобили часто продаются за шестизначные суммы. RB26DET легко выдавал 600 лошадиных сил, а если у вас достаточно глубокие карманы, то можно достичь и 1000 ЛС, поставив этот двигатель в один ряд с самыми впечатляющими моторами из когда-либо созданных. Toyota 2000 GT. Когда Toyota и Yamaha решили объединить свои усилия, они создали нечто уникальное – Toyota 2000 GT. Это был не просто автомобиль, а настоящее произведение искусства. Купе с задним приводом и двухлитровым рядным шестицилиндровым двигателем было выполнено в стиле E-Type Jack. Всего за 3 года производства было выпущено 351 такой автомобиль, один из которых стал машиной Бонда. Aston Martin. Подвиньтесь. Модель 2000 GT помогла Toyota стать известной во всем мире. Она стала настоящей легендой благодаря своим впечатляющим характеристикам для того времени. Сегодня цены на аукционах превышают $1 миллион, так что если вы мечтаете о таком автомобиле, вам стоит начать копить деньги. Toyota 2000 GT – это не просто машина, это часть истории японских спортивных автомобилей. Toyota Corolla AE86. AE86. Хачироку Toyota Corolla. Икона, крестный отец дрифта. Этот автомобиль стал излюбленным выбором как для Киити Цутии, так и для Такуми Фудзивары. Восьмерка-шестерка занимает особое место в сердцах поклонников классического дрифта. Под капотом у этой машины может быть только сильный двигатель. Но это не просто мотор, а легендарный 4AG с 2 распредвалами и 16 клапанами. Этот рядный 4-цилиндровый двигатель идеально подходит для компактного и легкого японского спортивного купе. Не стоит недооценивать этот автомобиль, особенно на бездорожье. Его безупречная управляемость и отзывчивый руль делают его серьезным игроком на дороге. Модель 4H стала настоящей революцией, когда вышла на рынок в 1983 году. Рычащий звук двигателя идеально соответствует характеру этого автомобиля. Toyota Supra. И вот мы добрались до жемчужины нашего обзора – Toyota Supra с легендарным двигателем BMW. 2 JZ GTE от Toyota – это настоящая святыня среди японских двигателей для спортивных авто, которая устанавливалась всего на 2 модели – Toyota Aristo в VIP-стиле и более популярную Toyota Supra M-Kiv. Toyota сделала все возможное, чтобы сделать Supra максимально легкой. Полые волокна в ковре, рулевое колесо из магниевого сплава – все это позволило создать один из самых знаковых японских спортивных автомобилей. А после того, как Supra появилась в голливудском фильме «Форсаж», ее популярность взлетела до небес. Конечно, цена на эту легенду выходит за рамки возможностей большинства автолюбителей, но, к счастью, есть альтернативы по более доступным ценам. Пока что Supra остается мечтой для многих, и мы не сомневаемся, что цены на нее продолжат расти. Но сегодня на рынке представлено множество других спортивных автомобилей Toyota, которые могут стать отличной альтернативой. Надежность важна для всех машин, но особенно для спортивных моделей, которые предназначены для ежедневного использования и созданы для удовольствия от вождения. Надеюсь, сегодня вы узнали что-то новое и полезное для себя. Хотите вдохновлять и радовать окружающих? Тогда добро пожаловать в нашу команду. Мы создаем контент, который дарит людям положительные эмоции. Если вы умеете монтировать видео, озвучивать ролики или писать захватывающие сценарии, будем рады принять вас в свои ряды. Напишите нашему боту в Telegram и давайте вместе делать мир ярче.